Всем привет! Меня приятно удивила популярность ролика о формировании сирени. Одна из подписчиц и вовсе попросила снять обзор о состоянии этого куста после зимовки. Доброе пожелание никогда не останется без ответа. Давайте вместе посмотрим, как выглядит эта барышня сейчас. Сегодня 31 мая. Аромат цветущей сирени остался лишь в воспоминаниях, но этот куст не цвел. Если вы помните, осенью я выломала у него верхушечные почки, чтобы все силы пошли на развитие кроны. Давайте глянем, насколько полезной или, может, бесполезной оказалась эта процедура. Судите сами, здесь на каждой ветке по 4-5 молодых прироста. А на обычном кусте в моей живой изгороди много веточек заканчивается вилкой всего из 2 приростов. Так что осеннее выламывание почек работает. Оно загущает крону. Для большей убедительности давайте внимательно посмотрим на обычный куст. На верхушке ветки, где цвели цветы, вижу 4 прироста. А ниже веточки заканчиваются 2 коротенькими приростами и даже одним. То есть куст отдает предпочтение росту ввысь, а я формирую зонтичную крону. Для этого необходим прирост в ширину. Обратите внимание на листву этой сирени. Она сочного цвета, упругая и все листочки без повреждений. Посмотрим на корневую поросль. Если сирени обыкновенной чего-то не хватает, от корня активно растут мощные побеги. Вот, например, такие. А теперь посмотрим на мой куст. Поросль есть, но она совсем короткая. Что ж, в дальнейшем буду работать над тем, чтобы не было и такой. Получится или нет, не знаю, но вам обязательно расскажу. Что ж, подведу итог качества предзимнего ухода за этим кустом. Ничто не вечно, и краска для деревьев к весне смылась. Если учесть, что весь декабрь шли проливные дожди, становится понятно почему. Пришло время освежить побелку. Подкормка пометом тоже пошла на пользу. Но мульчирование приствольного круга позволит сократить количество поливов летом. Я надеюсь. Просто лето у нас традиционно засушливое и очень жаркое. В прошлом году моя сирень сильно от этого пострадала. У меня сейчас есть возможность проверить утверждение, что укорачивание приростов сирени в конце мая дает более пышное цветение на следующий год. Давайте вот эту ветку я не буду трогать, а здесь все приросты немного укорочу. Осенью посмотрим, как изменилась структура веток, а весной посчитаем количество цветущих кистей. Вот такой краткий весенний обзор получился. Что до этого куста и не только, я готовлю еще один коротенький ролик, как выяснилось, на очень актуальную тему. Так что следите за публикациями.